живьем не возьмешь, прошептали губы. Кольцо гранаты в бессмертие дверца. И взрыв прогремел, как победные трубы, сразив врага разорвавшимся сердцем. Александр Мироненко родился 20 октября 1959 года в городе Душанбе. Учился в школе. После 8 класса пошел учиться в строительный техникум. Успешно его закончил. И, получив повестку, он оказался в призывном пункте военкомата. Я бы хотел зачитать воспоминания его боевого товарища с форума desantура.ру под ником Акелло. С Александром Мироненко мы призывались из одного города, с одного военкомата. Познакомились на призывном пункте, когда узнали, что номер команды у нас один, и служить мы будем в Белоруссии. По прибытию на место службы у нас было примерно человек 20-25 с одного города, земляки. Мы вместе проходили карантин в учебном центре Лас-Вида. После карантина мы практически все попали для прохождения дальнейшей службы в 317-й гвардейский парашютно-десантный полк. По какому-то стечению обстоятельств основная группа наших земляков попала во 2-й батальон. Несколько ребят, самых спортивных, закрепили за 6-й ротой, разведка полка. Я попал в 5-ю парашютно-десантную роту, а Саша во 2-ю батарею безоткатных гранатометов. Батарея их, так как была незначительной, располагалась в совместном расположении нашей 5-й роты. У них было всего 2 ряда коек. В общем, как и 4-я рота, мы располагались на 3-м этаже казармы. В период прохождения службы мы постоянно общались с Александром Мироненко, вплоть до прочтения писем из дома. Секретов у нас не было. А так как мы оба были из Душанбе, общих интересов было много. Когда возникала необходимость пообщаться с другими земляками, спускались на 2-й этаж в 6-ю роту. Там наших было человек 5. Служба шла своим чередом, точнее так же, как у всех, но никто не плакал. Была и дедовщина, и другие заморочки, но это армия, по-другому быть не должно. В какой-то определенный период мы в полку узнаем, что нашу доблестную 6-ю разведроту хотят за какие-то заморочки переобразовать в обыкновенную стрелковую роту, а на базе полка набрать новую разведроту. Мы сразу в это не поверили, так как такого авторитета, какой имела 6-я рота в полку, не было ни у кого. Эта рота была на голову выше не только любой роты в полку, но и в дивизии. Там служили ребята в основном со спортивными разрядами, вообще они были быки. Что можно сказать, когда они приходили со 100 километров выходов по болотам и лесам Беларуси? Не каждый бы десант такой выдержал. А здесь как-то мне в расположение подходит Санек, а он уже был младшим сержантом, и говорит, что ему предлагают должность во вновь образованной разведроте. Я пытаюсь его отговорить от этой затеи, так как оставалось служить совсем немного. И что в разведке после его прежнего места службы будет тяжеловато и романтика такая не катит. Приводил ему примеры по землякам 6-й роты, на что он ответил, что всегда мечтал попасть в разведку. Отговорить я его не смог. Мы спустились к землякам в 6-ю роту поговорить. Пацаны дали добро, и только так Санек попал в разведку, отслужив во 2-м батальоне уже почти год. Санек сам был требователен к себе, уважал чужое мнение, никогда не был диктатом. Он очень уважал и любил своих родителей, да и родители воспитали его к любви к людям. За время прохождения службы во 2-й батарее я ни разу не видел и не слышал. А мы виделись ежедневно, что он, будучи сержантом и спортсменом, ударил кого-либо. Если бы он ударил, то мозги вылетели бы в раз. Ему было достаточно убедить словом. После перевода в разведроту, хоть она и находилась в казарме в другом конце полка, мы постоянно виделись на территории части и ходили с земляками друг к другу в гости. Ничего плохого, каверзного мы о Саньке не слышали за весь период службы в разведроте. Да и врагов у него не могло появиться только потому, что эта рота образовалась совсем недавно и комплектовалась с миру по нитке со всех подразделений полка, кроме 6-й роты, так как она была в залете неуправляемая. В декабре тревога в полку, выгон техники и боекладка по полной, думали дивизионные учения. Но через нашего писаря в это же утро узнали, что офицеры в штабе полка разбирали карту какого-то Афганистана. Так что об Афгане мы знали уже через несколько часов после тревоги, благодаря нашим людям в штабе полка. Ну а далее теплый лес, аэродромные тактические классы и вылет на Ан-12 по маршруту Витебск, Каменноуральск, Черчик, Кабул. Накануне операции в провинции Кунар 3-й батальон, в котором входила и разведрота, доукомплектованная бойцами 6-й роты бывшей разведки, усиленно занималась подготовкой к этой операции открыто, что, возможно, явилось, как я считаю, одной из первых ошибок, так как духовская разведка тоже работала, а мы стояли во дворце совместно с афганской армией. Так что утечка информации о подготовке этой операции, скорее всего, духами было известно. Мы все это делали первыми, поэтому и ошибок исключить было невозможно.
Десантура билась так, как только она может, и потери на этой операции могли бы быть только героическими, по-другому не можем. С неба на землю в бой. Последствия боевых действий в Афганистане показали, что вся эта война висела на плечах десантуры, поэтому и могилы наших братьев раскиданы по просторам всего Советского Союза. Накануне убытия на операцию в Кунар я общался с Саньком, желал ему быть осторожным, ведь нам нужно было скоро вернуться домой. Но не случилось. Помимо этой потери, на этой операции мы потеряли еще много достойных мужиков, для которых десантура не пустой звук. Вот такая вам правдивая история о нашем полку и мужиках, которые в нем служили, а прежде всего о герое Советского Союза, истинном десантнике, не пощадившем своей жизни, моем боевом друге Александре Мироненко. Теперь, что же произошло на операции? Как уже было сказано, что это была одна из первых крупных операций, не было опыта. Начавшаяся операция 29 февраля 80 года произошла так, как она произошла. К сожалению, были потери, было много потерь. Ну, давайте по порядку. Внизу был кишлак-шагал, десант начал двигаться вниз. Две роты шли к реке Кунар, одна рота обходила кишлак с севера, чтобы перекрыть дорогу к Асмару. Но план на бумаге и план во время реализации не всегда совпадает. На бумаге все было гладко, но на деле все пошло не так. Броня к назначенному времени не смогла выйти на позиции, которые были обозначены на плане операции. На дорогах они встретили крупные завалы и долго проходили их. Авиация, произведя налет перед высадкой, только спугнула основные части духов, и они все рассредоточились по горам. Примерная численность более 300 мятежников. Вместо того, чтобы занять господствующие высоты и контролировать территорию с них, основные силы двинулись вниз по склонам. А духи в это время как раз и занимали эти господствующие высоты и окапывались в горах. В той местности, которая для них была знакома, в тех тропах и в тех проходах, которые они знали с детства. В итоге духи не были блокированы в районе кишлака-шагал. Высадившиеся десантники оказались в огненном кольце. Бой начался в горах, а по планам штаба бой должен был начаться в долине. Бой шел очень ожесточенный. С каждой минутой боя появлялись 300-е, 200-е, а ребята пытались пробиться со своими ранеными товарищами и теми, кто погиб, вниз в долину. В этот момент старший сержант Александр Мироненко, заместитель командира 2-го взвода полковой разведроты, с механиком-водителем рядовым Сергеевым и оператором-наводчиком ефрейтором Затворным спускался вниз. Со слов командира роты, летающего при подготовке к операции на воздушную разведку, знал, что внизу стоит в капонире БТР-60ПБ. Мироненко, видя, в какую ситуацию попали парашютно-десантные роты 3-го батальона, принял решение захватить бронеобъекты и огнем из крупнокалиберного пулемета БТРа ударить противника с тыла. Решение, достойное настоящего разведчика. Но доложить о нем командиру роты не было времени. Ротный был занят постановкой задачи командиром взводов. Старший сержант Мироненко с бойцами спускались почти бегом. Рядовой Сергеев немного отстал. В торопях подбежали к месту, огороженным высоким дувалом, и сходу нырнули в проем. Там и должен был находиться БТР. Мироненко и Задворного встретили находившиеся за дувалом душманы плотным автоматным огнем. Бойцы успели заскочить в рядом стоящую небольшую овчарню. Сергеев не успел последовать за ними. В проеме дувал обстреливался. Фактор внезапности был упущен. Внутри дувала завязался бой. Сергеев через пролом огнем из своего автомата поддерживал своих товарищей. Сколько продолжался бой, неизвестно, но вокруг старшего сержанта Мироненко вся земля была усеяна гильзами от его автомата. Когда боеприпасы закончились, Александр сжал в руках гранату. «Живьем не возьмешь», – прошептали губы. Кольцо гранаты в бессмертие дверца. Взрыв прогремел, как победные трубы, сразив врага разорвавшимся сердцем. Скажи мне, где корни презрения к смерти, и где истоки высокого долга? Они в отцах, что шагнули в бессмертие, они в той войне, где Москва и Волга. В начале видео я говорил о том, что все началось с того, что это была Пензенская область. Мать Александра была уроженкой Пензенской области, она родилась в Макшане, и ее родные проживали в Макшане. В 90-х годах в Таджикистане началось смутное время, начались погромы, и в этот момент родители Александра приняли решение уехать к своим родственникам в Пензенскую область. При поддержке Союза ветеранов Афганистана 4 мая 1991 года героя Советского Союза, сержанта, заместителя командира взвода
разведывательной роты 317-го гвардейского парашютно-десантного полка 103-й воздушно-десантной дивизии Александра Григорьевича Мироненко перезахоронили на Пензенской земле на Новозападном кладбище. Светлая память воинам-интернационалистам, которые не вернулись домой из-за речки. Приказом министра обороны СССР от 12 августа 1980 года навечно зачислен в списке личного состава 103-й воздушно-десантной дивизии. Памятник Герою Советского Союза Александру Григорьевичу Мироненко установлен в городе Витебске в пункте постоянной дислокации 317-го гвардейского парашютно-десантного полка, где ныне дислоцируется 103-я гвардейская мобильная бригада Вооруженных сил Республики Беларусь. И еще одно воспоминание. Когда шли в столовую и обратно, проходили мимо стенда, на котором были два героя Советского Союза. Николай Чепик и Александр Мироненко. Мы им отдавали честь. И я очень этим гордился. В душе всегда было волнение. Поэтому все, что вы сейчас видите, слышите в моем видео, это действительно было то, что было. И все попытки других каких-то людей пытаться переделать историю, очернить первых героев Советского Союза на афганской земле, я считаю это неправильно, непорядочно. И Бог им судья. А вам я желаю, моим дорогим подписчикам Шурави, крепкого здоровья, долгих лет жизни. И спасибо вам за просмотры, за ваши комментарии, за ваши воспоминания. Афганистан, Афганистан.